Орхидея умерла, но обещала вернуться. Или 3,5 года хождения по мукам. Может ли больная орхидея дать здоровое потомство? И будет ли это потомство жизнеспособным? Куркума, алоэ, толстянка, лечебная полынь – вот тот неполный список природных лекарственных средств, который был использован в борьбе за жизнь этой орхидеи. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Не показать вам продолжение этой истории я просто не могла, ведь история действительно парадоксальная. Главной героиней этого цикла видео выступает фаленопсис Red Rose Splash, который в моей коллекции с мая 2019 года, то есть неполных 4 года. Вам когда-нибудь приходилось бороться за жизнь орхидеи так долго? А мне довелось это сделать, и сегодня я расскажу вам об этом. В первой части видео я напомню вам, почему за жизнь орхидеи пришлось бороться и как я это делала. Ну а во второй части видео продолжение истории и оценка результата. Если вы не так давно на этом канале и хотите ознакомиться с каждым из этих видео подробно, ссылки на них я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Red Rose Splash фаленопсис азиатской селекции покупался мною в маленьком размере подростком. В названии орхидеи имелась приписка MC, что означает размножение растения с помощью клонирования. Клонированная орхидея несет как преимущества, так и недостатки своего родителя, как сортовые принадлежности, так и болезни. Буквально через несколько месяцев после приобретения мой Мэри клон процвел по сорту. Пожалуй, на этом все преимущества и закончились. Кроме этого, растение несло в себе все генетические болезни, которые можно было придумать. Я боролась с этой напастью и природными антибиотиками, и природными фунгицидами, и природными инсектицидами, и даже природными иммуномодуляторами. Каждое из этих чудодейственных растений позволило продлить жизнь этой орхидеи. Но как бы я ни старалась, какими бы чудодейственными не были лекарственные средства, генетические проблемы проявлялись у этой орхидеи будто изнутри, без каких-либо явственных причин. Буквально на ровном месте на стволе этой орхидеи, на листовых пластинах появлялись пятна разного генеза. И желтые, и гнилостные, и черные, какие угодно. К концу 3-го года жизни орхидея начала стремительно терять листья, и тогда я поставила себе новую цель – получить от умирающего растения детку. Когда у орхидеи остался всего один лист, цель была достигнута с помощью полыни лекарственной или божьего дерева. Но получить такой результат еще недостаточно, нужно его закрепить. Ведь бытует мнение, что здоровое потомство от больного растения не получить. Так ли это? Эти кадры, снятые в августе 2022 года, стали завершающими из тех, которые вы видели. И сейчас мы посмотрим, что было дальше, ведь с тех пор прошло почти полгода. К середине августа прошлого года последний лист материнского растения практически полностью пожелтел. Окончательно отмирал этот лист долго и мучительно, с некротическими проявлениями и полной потерей тургора. Одновременно с этим детка продолжала расти, растение продолжало цвести, и даже корневой рост материнского растения не прекратился. Я тогда очень сильно переживала за детку, ведь в ее основании уже явно проявлялась чернота. 18 августа лист окончательно отвалился, а я с 6-кратным увеличением разглядывала, что же там внутри. Внутри все было черным, гнилым и безжизненным. Когда инфекция доест остатки этой плоти материнского растения, она перекинется на детку, подумала я
и решила пойти ва-банк. Конечно, я рисковала, но, как известно, риск – дело благородное. 1 июля 2022 года на канале вышло видео об изготовлении настойки маньчжурского ореха на водке. К моменту гибели материнского растения Red Rose Splash настойка была готова к применению. И я решила с ее помощью выжечь всю заразу из материнского растения изнутри. Неразбавленную водочную настойку молочных плодов маньчжурского ореха я закапывала в самую серединку материнского растения. Вот сюда, в дырочку, стараясь не попадать на растущий корень орхидеи и на детку. За 5 дней каждодневных закапываний неразбавленной водочной настойкой маньчжурского ореха больной ствол орхидеи полностью высох. Ни детка, ни цветение на прежнем цветоносе, ни растущие корни при этом не пострадали. Напротив, у маленькой детки появился крошечный 3-й листик. Но расслабляться было рано, ведь самое страшное время для этого гибрида – межсезонье. Именно весной и осенью это растение начинало болеть. Начало осени детка фаленопсиса Red Rose встретила во всеоружии. Мало того, что цветонос материнского растения продолжал цвести, а детка продолжала расти, у нее появился первый свой собственный корешок. А это означало, что даже если материнское растение окончательно погибнет, детка сможет самостоятельно существовать. Нужно только еще немного подождать. А ждать я умею. К 10 сентября прошлого года новый 3-й лист молодой орхидеи значительно подрос. Подрос и новый, правда, единственный корешок орхидеи. А вот от старого сухого пня материнского растения практически ничего не осталось. К концу сентября стал желтеть один из 2 зеленых цветоносов материнского растения. При этом второй цветонос оставался зеленым, корневая система была полностью функциональной и даже в растущем состоянии. В этот период детка развивалась очень динамично, у нее быстрыми темпами рос лист и корни. Что за зеленая мелочь растет в горшках ваших орхидей, часто спрашиваете вы в комментариях, а я не устаю отвечать. Это детки Каланхоэ де Гримона. Обратите внимание, какого они размера на данный момент. Буквально через 10 минут вы увидите, какими они выросли. 22 октября прошлого года я вовсю готовилась к созданию нового видео о детке Red Rose Splash. Ведь случилось одно очень важное и очень радостное событие. У маленькой, можно сказать, крошечной детки появился цветонос. Но не всем нашим планам, к сожалению, суждено реализоваться. К слову сказать, цветонос у детки появился через 3 месяца после ее появления на свет. И на тот момент это был самый быстрый, самый грандиозный результат появления цветоноса у детки фаленопсиса после ее рождения. Вторая половина октября – самое критическое время для жизни моих орхидей. Почему? В квартирах уже холодно, на улице тем более, а отопление во Владивостоке дают только в начале ноября. Именно в периоды межсезонья, весной и осенью, материнское растение Red Rose Splash всегда болело. Детке в этом году повезло. Осень была сухой и необыкновенно теплой. Отопление у меня в квартире дали 4 ноября. Тем не менее, этот период для детки завершился совершенно благополучно. Мало того, цветонос за это время вырос до 2 сантиметров. И вот именно в этот момент я впервые увидела на этом цветоносе что-то черное. Сейчас на ваших экранах это выглядит скорее коричневым или даже бордовым. В реальной жизни это нечто светящееся изнутри казалось абсолютно черным. Вот гниль, да и только.
На тот момент в комментариях под прежними видео у меня достаточно часто спрашивали об этом растении, а я отвечала, что не все так радужно. На цветоносе этой маленькой орхидеи в нескольких местах появилась чернота. Кажется, я нашла с чем сравнить. Если вы когда-нибудь рассматривали дождевого червяка, у него на теле есть такие перемычки, как будто бы изнутри другого цвета. Вот на цветоносе этой орхидеи были такие же перемычки в нескольких местах, будто в середину цветоноса засунули дождевого червяка. Не сказать, что меня охватила паника, хотя было нечто подобное, но я снова решила пойти ва-банк. В течение 3 лет жизни к материнскому растению этой орхидеи никогда не применялись водные процедуры. Совсем. И я решила рискнуть с малышкой. Я смешала 1 чайную ложку водной настойки маньчжурского ореха с пол-литрами воды и стала регулярно и каждодневно опрыскивать эту маленькую орхидею. Всю целиком, и с тыльной, и с верхней стороны, и по цветоносу, и каланхоэ доставалось. Все растение целиком. И только когда цветонос подрос, когда его длина достигла 10 сантиметров, я поняла, что чернота – это вовсе не гниль, а естественная пигментация растения. На момент активного роста цветоноса корневая система маленькой орхидеи продолжала расти, а листовая масса затормозила свой рост. Те листья, что уже были на орхидее, увеличивались в размере, но новые листья не росли. К концу декабря стало понятно, что маленькое растение процветет на 3 цветка. Для малышки с 3 листиками, длина каждого из которых не больше 10 сантиметров, это великолепный результат. А с учетом того, что самой малышке всего 4 месяца от роду, так и вовсе превосходный. Для того, чтобы не утратить зарождающееся цветение, я продолжала опрыскивать маленькую орхидею вместе с цветоносом водным раствором настойки маньчжурского ореха. В этот период я добавляла всего 1 чайную ложку настойки на пульверизатор 500 мл воды и опрыскивала орхидею. Теперь в результате я даже не сомневалась. Ну а теперь я выполню удивительную для себя просьбу и покажу в полный рост каланхоэ де Гремона. Оказывается, кто-то не знает, как выглядит каланхоэ. По краю листа каланхоэ де Гремона растут маленькие детки вместе с корешками. Именно этих деток я подсаживаю в горшки к орхидеям. Укореняясь и активно развиваясь, детки способствуют росту орхидей. Когда маленькие каланхоэ вырастают так, что начинают загораживать орхидею, я срезаю их и использую для приготовления настоя из каланхоэ. Но это тема одного из наших будущих видео. Первый цветок маленькой Red Rose Splash начал распускаться на Рождество. И это для меня было настоящим рождественским подарком. Ведь цветение этой орхидеи я больше не чаяла увидеть у себя дома. Я придерживаюсь принципа: если орхидея не захотела расти у меня дома, если любой из экземпляров погиб, больше такой сорт в свою коллекцию я приобретать не буду. И потому, когда погибало материнское растение Red Rose Splash, а детка была слишком мала, я была практически уверена, что больше цветения этого сорта у себя дома в своей коллекции я никогда не увижу. «Никогда не говори никогда», — сказала умирающая орхидея и вернулась с цветением детки. Полного распуска своего первого в жизни цветения маленькая Red Rose Splash достигла на 6-м месяце жизни. 3 необыкновенно ярких и восхитительных цветка, которые по размеру превышают листовую массу маленькой орхидеи. Когда у меня спрашивают о размере цветка этого сорта, я всегда отвечаю, что все познается в сравнении. Размер цветка у данного сорта от 7 до 9 см, в зависимости
от состояния самого растения. Цветок больше, чем у фаленопсиса майя, и гораздо меньше, чем у фаленопсиса пикассо. Орхидея не ароматная, чем чрезвычайно меня радует. У меня предостаточно ароматных растений, больше не надо. В комментариях под предыдущим видео Марина Матвеева написала: «Вроде бы все просто, но когда сама делаю, то орха не выживает». Я 3 года билась за жизнь этой орхидеи. Я использовала алоэ, толстянку, куркуму и полынь, настойку маньчжурского ореха и все равно потеряла материнское растение. Но сохранила сорт. У меня осталась детка. Наивно думать, что любое растение можно спасти, точно так же, как и любого человека. И если у людей есть неизлечимые заболевания, то наверняка они есть и у орхидей. И нет шаблонного лечения под копирку для всех. Каждое растение индивидуально. Ну а теперь давайте посмотрим на виновницу торжества рядом с растениями-лекарями. Справа от нее толстянка, крассула, денежное дерево или растение-хирург, а слева алоэ древовидное или бабушкино алоэ. А вот и спасительная настойка молочных плодов маньчжурского ореха. Если вам понравился результат моей работы, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А я напомню вам, что 17 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.